Ну что, Жанна, доброе утро. Доброе утро. Жанна Прохорихина, певица, автор, композитор, почетный член Российского авторского общества и первого музыкального издательства, победитель и лауреат многих российских музыкальных конкурсов, женщина года 2011 в Тюменской области, автор и исполнитель нескольких музыкальных альбомов. Ваш хит взорвал интернет. Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война. А что это за люди, что ругают Вову Путина? Это кто не знает? Президент как отреагировал? Не знаю пока. Он не писал? Нет. Но от него люди писали. Что говорят? Хорошо все. Улыбаемся. Идем дальше. Владимиру Владимировичу понравилось? Главное мир, да. Это хорошо. Но если президенту нравится, не значит, что нравится другим пользователям интернета. И я знаю, что вам угрожали. Очень много угрожают. Я так Что пишут люди? Я не могу это в эфире сказать. Мне даже не повернется язык это озвучить, потому что там такое изощренное, многогранное, в матах, все вот это все очень неприятно. Но это часть какая-то. В основном все хорошо. Вы написали эту песню про Путина. Почему не было песен про Ельцина, про Медведева? Это же всегда интересно. Ну, дело в том, что я же не пишу песни специально. Мои песни все рождаются спонтанно. Их мне отдает небо. А можете меня назвать ненормальной женщиной? Ну, я, в принципе, не совсем нормальная, раз я пишу песни уже 20 лет. И они мне приходят в неожиданное время, в любом месте, ночью или днем, в самолете, в машине, на огороде, на рынке, в магазине, в подъезде. Сразу слова и музыка. Всегда. Я только успеваю записать, бегу сразу в студию, мы приглашаем музыкантов, я контролирую все аранжировки, пишу голос, бэки, и песня начинает жить. Ближе к тексту тогда этой песни. А сколько он летает и на чем летает? Пусть будет важный и большой секрет. Но ведь ни для кого не секрет, что с 1996 года официально президентским самолетом считают Ил-96-300 ПУ. Я не знала этого. Или это был какой-то сакральный смысл? Я не знала. Мне так дали текст. Понимаете, я так думаю, что очень много лишних разговоров вокруг лиц, которые известны. В том числе обсуждают, наверное, некоторые люди, что у него есть, а почему он в этом ездит или летает. Вот, наверное, в этом смысл, что меньше разговариваете. Хорошо, я понял. Музыка и текст пришли. Пришли. Видеоряд. Видеоряд был Он же вам не приснился? Так, видеоряд по моей просьбе был сделан, так скажем, очень быстро. Потому что я понимала, что эта песня... То есть мы не можем назвать это клипом? Это не клип, это видеопослание мое. Видеопослание – это моя гражданская позиция женщины Российской Федерации, певицы, автора песен. Это мое желание поддержать президента. Может быть, настроение повысить у населения, я так думаю. Вы в клипе поднимаете кристалл, Да. в котором Кремль маленький. Да, вы угадали. Я разглядел. Вы молодец. Почему именно этот предмет? Этот кристалл мне подарили в Москве несколько лет назад. И он у меня стоял много лет, ну вот как 3 года он стоял у меня на полке с моими наградами. Просто стоял, Наконец-то сверкал. пригодился. И тут, когда я поехала на съемку, я, проходя мимо, вдруг его взяла, положила в сумку и поняла, что он мне нужен. Я не планировала, он сам попросился. Я специально считал, вы 5 раз поднимаете руку к голове без головного убора и отдаете тем самым честь. 5 Да. раз. Почему именно это число? Я не знаю, я не считала. Вы очень прозорливый молодой человек. Я не знала, Я что готовился. 5 раз. Правда, это очень хорошая цифра. Значит, все на 5. Меня многие люди сейчас не то, что не совсем понимают, меня многие терпеть не могут. Я даже не знала, что у людей столько есть злости ко мне. Но все-таки я, как дочь офицера, всегда иду до конца. И я считаю, что эта песня очень позитивная, и она мне дана вовремя. Я не знаю ситуации, абсолютно верно ее выпустила в свет и увидела, что она реально приносит пользу. Вот реально, потому что мне пришло 1000 писем в соцсетях «спасибо» за эту песню и 1000 писем ужасных.
Чаще пишут мужчины или женщины? Я удивлена, что очень много злых женщин. А может, это просто зависть? Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что им просто очень много времени свободного, а они вот занимаются таким вот делом. Жан, вам я желаю успехов, Спасибо. продвижения. Спасибо. Не обращайте внимания на негативные отзывы. Я стараюсь, но мне тяжело. Я могу вот обратиться? Конечно. Уважаемые, дорогие соотечественники, современники, я хочу вам сказать абсолютно честно, искренне, что песню за Путина я написала на едином вдохновении, с открытым сердцем, с хорошими эмоциями за 3 минуты. Потому что мне эту песню дали сверху, как хотите, Господь Бог, информационное поле. Эта песня пришла вовремя. Если кому-то не нравится эта песня, пожалуйста, вы ее можете не слушать. Но, пожалуйста, прекратите мне писать оскорбительные, угрожающие тексты. Ведь я делаю очень много доброго и считаю, что это некрасиво и очень плохо, потому что все ваши мысли и слова доходят до Бога и до ваших предков. Мысли материальны. Успокойтесь, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю добра и доброго утра. Спасибо, Жанна, за этот прекрасный диалог. Все Спасибо. было здорово. Вам желаю удачи.